Сегодня я хочу вам рассказать еще про один классный инструмент самопознания и разговора со своим подсознанием. Это метафорические карты. Друзья, привет! Вы на канале «Обнимаю Таня». Здесь я говорю на эзотерические темы и направляю вас по пути самопознания. Метафорические карты– это буквально карточки, на которых изображена картинка, содержащая в себе какую-то метафору. Это может быть набор разных сцен, форм, цветов, абстракций, зарисовки ситуаций, и все это каким-то образом откликается вашему бессознательному. Это набор неслучайных сцен. Такие карты составляются группой разных специалистов, включая психологов, и ими же и используются, а также коучами, эзотериками и теми, кто желает поговорить со своим подсознанием. А работая с колодой, вы задаете сначала вопрос, а затем интуитивно вытягиваете карту. Я люблю, когда карта как бы случайно вываливается из рук. Я перемешиваю карты, тусую их, и в процессе просто какая-то карта или несколько вываливаются из рук. Интересность в том, что каждый человек видит картинку, изображенную на карте, по-своему. Каждый замечает свои детали. И это тоже не случайно. Ваше подсознание считывает и подсказывает сознанию ответ на ваш вопрос. Потому что подсознание знает все ответы. Вы также наверняка когда-либо трактовали свои сны, ориентируясь на личные ощущения. Так вот, это оно. Только вместо сна у вас картинка на карточках. И задавая вопрос, вы вытягиваете карту, а затем, глядя на картинку, ищете ответ на свой вопрос, цепляясь за детали. Значение имеет все. И то, что вы увидели, и какое настроение вы считали, и цвета, и то, кто именно из объектов на карте вы. Важно все, что вы сами заметили на карте. Картинки помогают вытащить из подсознания истинный ответ на поставленный вами вопрос. И уникально, что некоторые колоды с вами буквально разговаривают, как если бы на ваш вопрос ответила какая-то высшая сила, что на самом деле так и есть. По моему мнению, по крайней мере, у меня так. Нужно лишь найти свою колоду. Поговорим про виды метафорических карт. На самом деле, когда вы покупаете колоду метафорических карт, там есть инструкция и прописанные разные схемы работы, включая то, какие вопросы прямо по порядку вы можете задавать картам. Да, и карты, кстати, бывают очень разные. Например, есть карты без надписей, то есть там только картинка, и с другой стороны у всех карт одинаковая рубашка. Есть карты с изображением с двух сторон. Также есть изображение с одной, а с другой стороны аффирмации или трактовки. Есть даже такие карты, на которых нет картинок, а только текстовое послание. Мне ближе глубина и символизм, когда ты можешь воспринимать информацию полностью самостоятельно. Изображение с одной стороны и одинаковая рубашка у всех карт с другой стороны. Метафорические карты также делятся тематически. Они бывают про связь с подсознанием, про страхи, про связь с родом и послание от него, про деньги, про агрессию, про послание самой себе и еще очень много разных карт. Для широкой работы с картами я рекомендую выбирать универсальные для разговора с подсознанием. Часто написано, что в качестве ответа нужно брать именно верхнюю карту в колоде после перемешивания. Я же делаю все так, как чувствую. То есть, тусуя карты, я задаю им вопрос. Продолжаю перемешивать карты и жду, когда одна или несколько карт как бы случайно выпадут из рук. Если долго этого не происходит, я вытягиваю карту интуитивно, из любого места колоды, не обязательно первую или там последнюю. Точность ответов вообще всегда обескураживает. И восхищает то, как два разных человека, задавая один и тот же вопрос, считывают одну и ту же карту по-разному. В этом и есть индивидуальная реакция вашего подсознания. А бывает еще и такое, что вы задаете вопрос, вытаскиваете карту, а она отвечает вам совсем на другой вопрос. Не на тот, который вы задавали, а совсем другой. И тут два варианта. Хотя на самом деле, по сути, один. Если ответы никогда у вас не совпадали, то, возможно, это просто не ваша колода. Но такое вообще маловероятно, потому что к вам эта колода попала также не случайно. Случайность на самом деле это слишком большая роскошь. Поэтому протестируйте себя. Возможно, вы просто упорно чего-то не желаете замечать.
потому что карты сами лучше знают, что прямо сейчас для вас важнее, и дают на это ответ. Ну и давайте теперь протестируем. Итак, давайте зададим картам вопрос. Я вам покажу, как это работает на своем примере, а вы дальше будете уже понимать, как вообще работать с метафорическими картами. Это просто маленький небольшой пример. Видите, я перемешиваю карты очень легко, свободно для того, чтобы они могли как-то выпасть. Я не люблю вытаскивать карты из колоды, я люблю, чтобы они прям выпадали. Это вот прям четко, как какой-то знак. Что можно еще сделать интересного? Мне нравится активировать карты, но это уже такое необязательное явление, да, мне просто нравится. Как руны, например, активируют дыханием, так можно и активировать метафорические карты. Вот, можно на них просто подуть, чтобы они зарядились вашей собственной энергией. И далее, давайте я сделаю это. И далее я задаю картам вопрос. Вот у меня сегодня такое настроение, я с самого утра ловлю инсайты. И все сразу бегу записывать. Вот мне интересно, ждать ли мне сегодня еще инсайтов каких-то. Я тусую карты достаточно свободно. Что-то упало. Но там много карт. Можно это проигнорировать сейчас, можно все перевернуть. Ой, класс. Красиво. Класс. Смотрите, как много карт выпало. Ну, здесь есть какая-то некая воинственность, да, взятие на себя ответственности, в частности, или готовность к чему-то. Здесь я чувствую себя вот этим персонажем. Я как живое существо контактирую с какой-то большой системой и тяну ей руку, потому что я хочу дружить. Я хочу дружить с общей системой. Система, я считаю наш мир большой системой, в которой все очень структурно, очень тонко выстроено, все ниточки, которые мы не замечаем. И я хочу дружить с этой системой. Я хочу понять, как это работает, и, собственно, этим я и занимаюсь, и транслирую это на своем канале. Вот то, что я и вижу здесь на этой карте. И смотрите, вот это существо, вот эта система, в принципе, весьма добродушная. Мне, по крайней мере, нравится. А вот и целый водопад. Водопад разных идей, в частности, инсайтов. Да, о чем был мой вопрос? Поймаю ли я сегодня еще какие-то инсайты, очень что-то такое интересное? И да, ответ да. Вот, пожалуйста, на меня сыпется. Потому что я считываю себя вот этим персонажем, и на меня льется целый поток. Это словно день рождения. Я сегодня разговаривала с человеком, которому я сказала, что у меня настроение, как будто у меня день рождения. Вообще удивительно, да? И мне выпадает вот такая карточка, где я чувствую себя вот этим персонажем, и здесь как будто день рождения, свечки, праздник. Мне вообще очень нравится. Очень интересная карта. Как будто, видите, стена рухнула между мной и чем-то еще. И ветер дует, то есть новые какие-то веяния, что-то я могу теперь почувствовать. Блин, это очень круто, мне очень нравится эта карта. Это явная поддержка, очевидная поддержка, да, радость, шарик. Ну, я считываю себя вот этой девочкой, и меня кто-то держит на своих сильных, крепких мужских руках. Можно считывать это как поддержка от Вселенной. Вот, ну и смотрите, какой большой багаж, сколько всего скрыто внутри, и сколько у меня за плечами. Мне даже сон сегодня подобный снился.
Вот, и видите, как с этим можно работать, считывать свой ответ. Мой вопрос был, будет ли еще какой-то сегодня интересный, крутой инсайт. И вот смотрите, все карты, собственно, говорят о том, что да, тебя поддерживают, будут еще какие-то ответы, будет что-то интересное. Это очень круто, и, конечно, бывает такое, что карта может выпасть одна, но смотрите, сколько на ней деталей. Сколько всего можно разглядеть. Кого-то зацепил бы вот этот вот планшет. Или кому-то в глаза бы бросился вот этот желтый чемодан, или зеленый, или еще что-то. Или, не знаю, вот эта коробочка, например, да? Может быть, сам вот этот молодой человек. Может быть, то, что у него поднят палец. И для каждого это что-то значит. То есть вы вытаскиваете из своего подсознания то, за что оно, собственно, само цепляется в этих картинках. Вот так это работает. Ну а теперь давайте протестируем эту систему для вас. Так как вас много, я достану несколько карт, и затем я их переверну. Сейчас, пока я тусую карты, вы можете задать свой вопрос. Я достану несколько карт. Я их, правда, наверное, либо... Сейчас посмотрим, как поведут себя карты. Либо я вытяну несколько карт, либо выпадет несколько карт. Надеюсь, что они будут вот этой стороной, чтобы сразу не было видно. И вы потом выберете для себя нужную карту, а затем я их переверну. Задайте сейчас свой вопрос. Я вам помогу и подую на карты. Мне нравится этот ритуал. Я чувствую, что он работает. Так. Выпали какие-то карты. Ну, так как вас много, давайте, может быть, еще. Давайте, эти мы оставляем. И что-нибудь еще. Что-нибудь еще. Давайте. Ну, еще одну-две. Так, ну вот, очевидно, две карты хотят вылезти, да? Я не буду их сейчас переворачивать. Сейчас я их за кадром перемешаю, потому что две вы могли увидеть. 4 карты. Ой, они еще и так хорошо помещаются в экран. Прекрасно. 4 карты. Выберите сейчас свою. 1, 2, 3, 4. Выберите сейчас свою. Выбрали? Можете поставить на паузу. И я вам... Давайте еще вот так сделаем. Каждую карту я вам покажу поближе. Если это ваша карта, ставьте на паузу. Ну и давайте еще один эксперимент. Я взяла другую колоду, очень крутая тоже колода. И сейчас точно так же я вытащу для вас несколько карт. Задайте свой вопрос. Все ссылки на карты, которые есть у меня, я оставлю в своем телеграм-канале. Ссылка на телеграм-канал будет под этим видео в закрепленном комментарии. Задайте сейчас свой вопрос. И я точно так же вытяну сейчас несколько карт. Давайте в этот раз вытяну, потому что ждать, пока они выпадут, ну,
Они не понимают, как им сейчас действовать, потому что вас много, да, и для каждого нужно подстроиться. Давайте я просто вытащу. Давайте тоже это будут 4 карты. Один, два, три, четыре. Выберите свою. И сейчас я их переверну. Кто выбрал первую карту, ставьте на паузу. То же самое, ставьте на паузу и разглядывайте. Что на карте привлекло ваше внимание? Какие эмоции вызывает у вас эта карта? В какой ситуации из прошлого вы испытывали подобное ощущение? Есть ли на этой карте вы? Кем или чем вы себя ощущаете здесь? Что чувствует выбранный вами персонаж? Что он делает или что планирует делать дальше в той ситуации, в которой он оказался? Как лично вы к этому относитесь? Если вы сторонний наблюдатель на этой карте, то какие чувства у вас вызывает сюжет этой карты? Эти вопросы просто вам для опоры. Возможно, они вам не понадобятся, и вы буквально просто увидите на карте то, что вас беспокоит, увидите ответ на свой вопрос. Итак, друзья, сейчас поставьте на паузу, посмотрите на карту и подумайте, что она вам говорит. Что увидели конкретно вы? Получилось? Поделитесь в комментариях.